Привет, ребята! Продолжаю, наконец-то, серию про города России глазами Ural Adventure Company. И на этот раз снова старый город. И что круто, и что примечательно, этому городу 800 лет исполнилось всего лишь неделю назад. Неделю. Смотрите, где мы. Поехали! Раньше центральной площадью города считалась площадь Горького. Но с тех пор, как в 90-м году город стал снова называться Нижний Новгород, центральная площадь переехала сюда, к Кремлю и к памятнику Чкалова. Что, ребята, представляете, вот это монументальное сооружение было построено в 1511 году и до сих пор, стоит. И сколько осад выдержало? Вопрос к нынешним строителям: почему так нельзя строить? Или потому что это невыгодно? Что касается истории города, наверное, будет это так. 1221 год считается годом основания, поэтому в этом году ровно 800 лет со дня рождения. А если не ошибаюсь, в 850 году Нижний Новгород становится главной такой финансовой столицей Руси. Именно здесь проводят знаменитые ярмарки, где встречаются торговцы с Европы и с Азии. Поехали посмотрим. Ну и, собственно, Кремль. Знаменитый Нижегородский Кремль. Это одна из достопримечательностей города. А всего их тут невиданное множество. Что, если ты приехал сюда на денек этот у тебя будет насыщенный. Нужно посмотреть Нижегородский Кремль, знаменитое здание ярмарки. Нужно посмотреть домик Петра Первого. Нужно посмотреть Чкаловскую лестницу, Александровские сады. И на все про все всего день. Не, сюда надо приезжать на дольше. Тут на один Кремль только можно убить полдня. Ну, собственно, вот она. Стрелка. Это место, где Ока впадает в Волгу. И дальше. Ну, даже вода разная, смотрите. Ну-ка, чик. Вот. В Оке слегонца посветлее она, в Волге потемнее. Ну и дальше это все уходит в сторону Казани. Итак, ну, собственно, вот это географическое положение и дало возможность Нижнему Новгороду стать основной такой ярмарочной столицей. Есть даже такое выражение, что Москва – это сердце нашей Родины, Санкт-Петербург – голова, а Нижний Новгород – это финансовый карман России. Вот такие дела. Что интересно, ребят, вот видите, вот храм восстановленный, рядом с ним было место, где Минин собирал народ, скажем так, нижегородскую дружину для того, чтобы спасти всю страну от нашествия поляков. Ну и, собственно, это ему и удалось. Это место, где Минин призывал нижегородцев спасать Москву. Вот. А тут вот прототип общаги из повести «На дне». Ну и вот восстановленный храм. Красиво тут. Наверное, легенда, что все танки, установленные в России, установлены дулом в сторону Америки. Смотрите. Значит, вот у нас 34-ка стоит, 85-ка. И пушки. Но в данном конкретном случае они смотрят, получается, через Урал и в сторону Аляски. Главное, угол взять побольше. Вот как на последнем орудии. Вот это будет нормально. Итак, подъезжаем мы к главному историческому району, который называется Ярмарка. Собственно, благодаря этому району и появилась вот эта вот пресловутая карман Российской империи. Именно здесь проходили все ключевые торговые сделки. Сюда приезжали заключать какие-то финансово-правительственные контракты.
Ну, а сейчас здесь проходят разные международные выставки. И, в принципе, наверное, все, что связано с развитием города, решается здесь. Памятник знаменитому конструктору Алексееву. И сейчас доедем еще до одного памятника интересного. Собственно, его творение. Кто же такой Алексеев и чем он знаменит? Да тем, что, ребята, он первый в мире придумал схему движения на лодках, кораблях, как можно передвигаться по воде гораздо быстрее. Суда на подводных крыльях. Вот это было его изобретение. В 50-х годах 20-го года пришла ему в голову такая замечательная мысль, почему бы не поставить крылья под корабль. И, в общем, когда вот этот метеор, да, корабль, судно, грубо говоря, стоит на пристани, вода вот так вот до сюда доходит, но как только он набирает скорость, он поднимается до ватерлинии, до синей, и как будто летит над поверхностью воды. Скорость перемещения увеличилась в разы. И это было самый популярный речной транспорт. Я вам скажу, что на подобном судне я катался, когда был сильно маленький. У нас не было других вариантов перемещения с моего населенного пункта в другой до железнодорожной станции, кроме как на ракете. Ракета — это была, скажем так, версия метеора попроще. Ну а метеоры — это прям верх и круть кораблестроения, на мой взгляд. Что еще? Алексеев же придумал Каспийского монстра, это корабль-макет. После этого были еще несколько образцов орленок, да, тоже это экранопланы, все, кстати, ребят, да, экраноплан — это суда, это полусамолет, полукорабль, который использует эффект экранирования. Вон там ссылка наверху про единственный боевой экраноплан Лунь. Заходи, посмотри. А мы поехали дальше. Еще одна достопримечательность, где можно погулять в Нижнем Новгороде, это парк Швейцария. Вот отсюда и почти до конца города он расположен. Что про него интересного сказать? Такой большая лесопарковая территория. Если не ошибаюсь, то чуть ли не с 18 века за ней начали ухаживать как за парковой зоной. Ну и после революции за сохранность деревьев и чистоту парка отвечали комсомольцы, заводчане. А сейчас это излюбленное место для гуляний и дышания свежим воздухом горожан. Тем временем, друзья, мы приехали на площадь Горького. Вот он стоит к нам спиной, держит одной рукой другую руку, и вокруг него организовано движение. На сегодняшний день Нижний Новгород такой современный город, развивающийся. Куда ни поверни, везде башенные краны, проходит строительство. И, конечно, он не перестал быть промышленным городом. Здесь до сих пор действует очень много заводов, легендарные заводы авиации, автомобилестроения. Если кто помнит, не помнит, ГАЗ, именно Горьковский автомобильный завод расположен здесь. Здесь секретные производства, пороховые, ядерные. Короче, если вдруг YouTube забанит, я вырежу это, не переживайте. Если вы услышали, считайте, что вы этого не слышали. В общем, интересное сочетание исторической культуры и такого современного производства можно встретить здесь. Ну вот, одно из любимых горожанами мест — Верхневолговская набережная. Верхневолжская набережная, точнее, да? Потому что Верхневолговская не говорят местные жители. Вот. А внизу расположен Александровский сад. Он, скажем так, был разбит в 1830-х годах в честь Александры Федоровны, супруги Николая I.
15 гектаров, более 1500 уникальных для этого климата деревьев были высажены сюда. И, в принципе, этот парк был открыт, сад для простых горожан. Все здесь гуляли, было очень красиво, весело и просторно. Если присмотреться, то вот на этих, фиг знает как назвать, железных штуках, канатная дорога, которая соединяет город Бор и Нижний Новгород. Вот так вот, ребята, зачем строить мосты, когда можно просто сделать канатную дорогу? Вот, друзья, прет детище Алексеева. Вон он, видите, даже еще выше поднимается, чем я вам показывал. Вот так вот. Ну-ка, сейчас попробую успеть поближе подойти. Просто летит. Надо бы на нем проехать, наверное, и показать вам изнутри, как это все устроено. Пожалуй, сейчас так и сделаем. Ну, вот мы и добрались до Нижневолжской набережной. Это, можно сказать, еще одно любимое для прогулок место. Практически на бережочке, рядом с водой. Ну и тут рядышком есть еще одна достопримечательность — Чкаловская лестница. Сейчас подойдем поближе. Что примечательно, друзья, в 1930-х годах на всю страну и на весь мир даже шумели рекордные перелеты Чкалова. А он, кстати, нижегородец, и по возвращению в Нижний Новгород он любил гулять по Верхневолжской набережной и предложил вот это самое место в качестве места для памятника другому известному нижегородцу Максиму Горькому. Но на тот момент не было разрешения поставить сюда памятник, и идею, скажем так, подвесили. В 1943 году скульпторам удалось получить разрешение на строительство, и уже через 6 лет монумент был полностью готов. Примечательно, что, как всегда, русские хотят сделать все выше, больше. И эту лестницу строили с неумолимым желанием сделать ее круче, больше, чем знаменитая Потемкинская лестница в Одессе. Ну что, друзья, что не сделаешь ради хорошего кадра. Вот, собственно, началась погрузка. Сейчас попрем. Так. Ой, козырное место у нас. Ну вот, друзья, собственно, мы на борту судна под названием Валдай 45R. И 1100 лошадиных сил скоро разгонят нас до максимальной скорости 45 километров в час. Посмотрим, как это все будет. Вот такие пироги. Вот, собственно, мы и отправились в наше путешествие по Волге, матушке реке. Что, друзья, собственно, на этом самом месте закончим мы обзор Нижнего Новгорода. Проехали по кольцу. Едешь сюда, все места обязательно к посещению. Хэштег наверху, как всегда. Понравилось видео? Жмакай на лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях. Может быть, я что-то упустил. С удовольствием в следующий раз приеду и запечатлю. Ну все, пока!